Андрей с детства не любил смотреть в окно. А что там может быть хорошего? Одна и та же картинка, которая никогда не менялась. В деревне не меняется не только картинка за окном, тут вообще ничего не меняется. Хоть в окно смотри, хоть на улицу выходи. Но вот как раз на улицу Андрей выйти и не мог. Он был прикован к инвалидному креслу. В детстве с ним случился несчастный случай. У соседей была слишком шустрая корова, Зорька. Хозяйка никак не могла с ней справиться. Корова не хотела заходить домой и постоянно норовила сбежать. Мама Андрея вышла посидеть на лавочке, поболтать с соседками. Мальчика взяла с собой, но Андрюше было скучно. Он отошел, сел играть на тропинке неподалеку. Зорька сбежала. Раздался голос соседки. В это время из сарая выбежала корова, повернула направо и пронеслась по тропинке. Корова даже не споткнулась. Соседки и мать Андрея только успели закричать. Дальше Андрюша ничего не помнит. Помнит только районную больницу, а потом вот эту странную жизнь в кресле. Папы у Андрея не было и вообще, кроме мамы, никого не было, поэтому никто не смог переделать крыльцо и узкую дверь, чтобы он мог выехать на улицу. С тех пор Андрей сидел дома. Учительница приходила к нему домой, смотрела жалостным взглядом, гладила по голове. Немного занималась и уходила. С тех самых пор Андрей почти не подъезжал к окну, книги и телевизор заменили ему весь окружающий мир. Корову Зорьку в том же году, когда она растоптала Андрея, сбил на дороге грузовик. Так что мальчик считал отомщенным за себя. Вот только легче ему не стало. Как-то в разговоре мамы с соседкой он слышал, что его отцом был заезжий шофер-дальнобойщик. Андрей не знал еще тогда, что такое заезжий, но он почему-то четко представлял себе, как ту злополучную корову сбил именно его папа. Самое главное, чего Андрюше не хватало, это, конечно, не дальних стран и путешествий. С этим он справлялся при помощи книг и воображения. Ему не хватало отца, с которым можно посидеть и обо всем выговориться. Однажды, когда ему было уже лет 10, Андрей сообразил, что, если его кресло не пролезает в дверь, его можно сложить. Мальчик ловко справлялся, перелезая самостоятельно с кресла на кровать. Поэтому он продвинул к входной двери стул, пересел на него, сложил кресло и переставил за входную дверь через порог. Далее он спустился на пол и выбрался за дверь, практически в первый раз с тех пор, как его привезли из больницы. Он легко справился с 2 ступенями на крыльце, разложил кресло и забрался на него. И почему ему не пришло в голову проделать все это раньше? У Андрея даже голова закружилась, то ли от яркого солнца, то ли от свежего воздуха, то ли от всего вместе взятого. Он и представить себе не мог, что небо может быть такое голубое, облака такие белые, а листья настолько зеленые. Парень вертел головой, слушая пение птиц, впитывая все, что он видит. Оказывается, и в деревне может быть довольно интересно и разнообразно. Вон собака побежала, а вот кот залез на забор с мышью в зубах. Андрюша не заметил, как оказался за воротами. Он все ехал и ехал, даже не обращая внимания на то, что он сидит в кресле. Ему казалось, что он бежит со всех ног, как в раннем детстве, которое он старался даже не вспоминать. Андрей не заметил, как оказался на проезжей части. Он развернулся и поехал по обочине. Впереди была заправочная станция. Довольно много машин поворачивали туда. Андрей не обращал на них никакого внимания. Он был просто счастлив, эмоции захлестнули его с головой. После станции дорога уходила вниз, как бы с пригорка. Колеса уже давно не надо было крутить, его импровизированное транспортное средство само неслось с горки. Когда Андрей спохватился, то было уже поздно. Он со всей скорости летел на оживленную трассу, а проезжающие машины сигналили ему. Руками колеса было уже не остановить. Вдруг кто-то неожиданно схватил Андрея за шиворот и буквально в последний момент выдернул из коляски, и он упал на дорогу. Кресло вылетело на трассу, ударилось о разделительный забор и разлетелось. Андрей в шоке разглядывал ободранные коленки, ему не было больно, он их не чувствовал. Рядом стояла огромная белая собака, она облизала ему лицо и села рядом.
Позже подбежал мужчина, стал отряхивать мальчика и попытался поднять. «Я не могу ходить!» — крикнул Андрей. Собака громко залаяла. Мужчина похвалил собаку, извинился перед парнем за свою неловкость и снова похвалил собаку. Ее звали Джина, это была его собака. Мужчина поднял мальчика на руки и отнес к машине. Мужчина стал расспрашивать Андрея, где его родители и откуда он взялся тут на дороге. Мальчик рассказал свою историю и о том, что сегодня впервые выбрался из дома. Андрею очень понравилась собака, он постоянно гладил ее и восхищенно смотрел в глаза. Фактически, Джина была его спасительницей. Вот бы у него была такая же собака. Андрею очень хотелось такую же собаку себе. Мужчина представился Андреем. Вот совпадение. Его тоже звали Андрей. Вот только с коляской проблема. Как же он теперь вернется домой? Что скажет маме? У нее наверняка нет денег на новую коляску. Мальчик стал тихо плакать. Мужчина предложил отвезти его домой. Вот только ему надо добраться до одного места, разгрузить товар. Взрослый Андрей предложил мальчику посидеть на заправке, подождать его или прокатиться с ним, если он сам никуда не торопится. Мальчик согласился и охотно кивнул. Андрей ехал на высоком сиденье высокой машины. Сзади на спальном месте лежала Джина и дышала Андрею прямо в ухо. Иногда она принюхивалась и лизала ему щеку. Мальчик попросил открыть окно, встречный ветер обдувал его лицо и волосы. Вот это приключение! Они довольно быстро добрались до места. Джина снова пошла гулять. Дядя Андрей рассказал мальчику, что после армии пошел работать дальнобойщиком. А чтобы не было скучно, купил себе собаку. Правда, он не ожидал, что она окажется такая здоровая, но зато это самая умная собака на свете, порода называется алабай. Второй раз в жизни Андрей услышал это волшебное слово «дальнобойщик». Его папа был дальнобойщик. Эх, если бы дядя Андрей оказался его папой, думал мальчик, пока мужчина отсутствовал в кабине. Больше всего на свете Андрей хотел, чтобы дядя Андрей был его папой, а Джина его собакой. Он даже забыл, что не может ходить, ведь инвалидного кресла не было рядом. Андрей подтянулся всем телом, чтобы увидеть, что происходит снаружи, и вдруг почувствовал, как левая нога дернулась. На одну секунду, но она шевельнулась. Он как будто почувствовал ее и снова перестал. Мальчик изо всех сил пытался пошевелить ногами, но у него ничего не получалось. Вернулся дядя Андрей, принес по огромному чебуреку и попросил показать дорогу домой. Андрей ехал в машине и снова наслаждался скоростью, ветром и собакой. После еды он поделился с мужчиной, что у него есть мечта, чтобы у него была такая же собака, как Джина. Когда они подъехали к дому, уже смеркалось. Навстречу выбежала заплаканная мать. Она чуть с ума не сошла, когда обнаружила, что мальчика нет дома. Она не знала, что ей делать, обнимать его или ругать. Мама вообще не понимала, как Андрей оказался в машине у постороннего мужчины. Взрослый Андрей вынул мальчика из машины и понес в дом. Мама пригласила гостя к столу. Пока согревался чайник, она решила обработать сыну ободранные коленки. Мальчик наклонился и шепнул маме на ухо: «Посмотри, это случайно не мой папа. Он ведь тоже дальнобойщик». Дядя Андрей стоял рядом и все слышал. Получилось очень неловко, и взрослые рассмеялись. Мама поинтересовалась, где же кресло. Когда сын рассказал ей, что с ним произошло, мама снова заплакала. Андрею надо было уезжать, и Джина уже хотела домой. Он помахал мальчику рукой и уехал. Андрею было тяжело без кресла. Как он и думал, мама не могла сразу приобрести новое, а в благотворительной организации нужно было стоять в очереди. Мальчик помнил, что было у него с ногой в машине у дяди Андрея. Каждый день, когда мама уходила, он пытался шевелить ногами, и вскоре его старания увенчались успехом. Сначала пальцы на одной ноге, а потом на другой стали его слушаться. Когда мама узнала, что чувствительность возвращается, она чуть с ума не сошла от счастья. Теперь они занимались вместе, и вскоре Андрей встал на ноги. Первые шаги были трудными и тяжелыми,
но они были. Через какое-то время после приключений с дядей Андреем мальчик уже ходил самостоятельно. Вдруг, неожиданно, к дому подъехала огромная белая машина и посигналила. Мама открыла ворота, и во двор забежала Джина, а следом зашел дядя Андрей. Он протянул мальчику белоснежного щенка. «Ты отлично справляешься, парень. Держи подарок». «Спасибо», — сказал мальчик, и по щекам у него потекли слезы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.